Я по своей работе был по обе стороны баррикад, и я работал прокурором, следователем долго, и сейчас я много занимаюсь тем, что оказываю людям помощь благотворительную, юридическую, и все юристы моей фирмы, это коммерческая фирма, все юристы моей фирмы тоже работают, отдают какую-то часть своего времени для благотворительных проектов. И, наверное, одно из самых сильных впечатлений, а я много расследовал сам уголовных дел об убийствах, бандитизме, изнасилованиях, наркотиках, то есть я сам расследовал эти дела, но они, наверное, произвели на меня меньше впечатления, чем изучение огромного количества дел о людях репрессированных. И когда ты читаешь вторую, третью, четвертую сотню таких дел, ты начинаешь понимать, что что-то ведь неправильно в том мире, в котором мы живем. И ты начинаешь думать, а почему это все неправильно, а кто этим всем занимался? И ты понимаешь, что этим занимались те же самые люди, которых ты сейчас видишь. Ты их сейчас видишь в погонах, ты их сейчас видишь на улицах. И мне хотелось этими двумя книгами, которые, по сути, являются одной, по большому счету, Сумата и Агами, показать нам, самим, в первую очередь, что мы и есть эти люди. Мы те люди, которые сейчас уничтожают вот эту огромную такую панславянскую цивилизацию на 1/6 части суши, именно загрызая сами себя. И в моей книге, по большому счету, нет положительных персонажей, нет персонажей, которые крайне негативны, все пытаются выжить. Все пытаются выжить, но кто-то выживает за счет других, а кто-то пытается выжить за счет себя. Вот и вся разница. И когда ты начинаешь понимать роль песчинки, роль человека вообще в том, что происходит вокруг, и ты видишь, как одни люди уничтожают других, и ты видишь, как это происходит конвейерно, на потоке. Ну, как-то перерождается в тебе во что-то. У меня вот переродился в этот импульс, мне захотелось об этом написать. Я хотел показать, к чему мы придем. И это один из вариантов развития событий, причем это далеко не самый невероятный вариант развития событий, при котором мы начнем обваливаться и рушиться, причем сами будем это все делать и сами будем себя доводить до вот такого сепарирования от цивилизованного мира, которое просто нас оградит как скорлупой от всего от него. Мы сейчас уже близко к этому, но мы продолжаем эту сепарацию. Это же не, скажем, не западный цивилизованный мир и не развитые страны, там не G8, G20 выталкивают нас. Это мы сами возвращаемся в какую-то архаику, средневековье, мы сами ставим себе такие приоритеты. И мы решаем, что мы хотим здесь, а не здесь. И я задаюсь вопросом, а почему так? А почему мы хотим вот так вот жить, ограждаясь, 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 переходя в какую-то, знаете, мутированные какие-то формы архаики и худшие проявления феодализма, возвращаясь в эту опричнину, там, боярство, все вот эти вот, казалось, изжитые традиции, почему мы не хотим посмотреть в то, как развивается человечество, как идет человечество семимильными шагами вперед, и почему мы не хотим влиться в этот процесс с нашими колоссальными ресурсами, и материальными, природными, интеллектуальными, почему мы уходим на обочину. Все эти трагедии, там, будь то это расизм, ксенофобия, нацизм, они все основаны на том, что когда-то в какой-то момент группа людей считает, что она может безраздельно навязывать свои требования всем окружающим. Я хотел рассказать об этом, что так нельзя, что и мне кажется, что это должно быть интересно всем, потому что это не заживающая рана. Любые проявления расизма, нацизма, которые они в таких масштабах колоссальных происходят, либо то, что происходило в Советском Союзе в 20-30-х годах, это все не заживающая рана. И об этом надо рассказывать. Потому что как только мы об этом забываем, тут же появляется желание это все реанимировать и повторить, что крайне опасно. Ведь любые проявления, вы посмотрите, как это развивается. Ведь все эти проявления превосходства, основанные на превосходстве кого-то одного над кем-то другим, они же, развиваясь и повторяясь, становятся все страшнее и страшнее, опаснее и опаснее. Я, как человек, который
работает, много времени посвящает благотворительности и как бизнесмен, и как юрист, и как писатель, и как отец. Я — это одно лицо. И все то, что я пишу, это то, чем я живу.